У Исмаила была кошка по имени Сабиха. Беспородная, гладкошерстная, с большими янтарными глазами и тонким силуэтом. Она не была куплена или подарена. Ее подобрали однажды на улице, дрожащей, промокшей, с порезанной лапой и отчаянным взглядом. Исмаил тогда и не думал заводить животное, но отец сказал твердо: «Оставь, пусть живет. Она, как мы, ничего не просит, просто хочет быть рядом». С тех пор Сабиха осталась. Жила с ними уже третий год. И, как это часто бывает с кошками, выбрала себе одного единственного человека, которому беззаветно доверяла. Это был не Исмаил, а его отец, Метин. Старик был частично парализован после инсульта, но с упорством, достойным уважения, отказывался от посторонней помощи. Он не хотел быть обузой для сына, передвигался самостоятельно, с тростью, аккуратно, по сантиметру, но сам. И всегда в сопровождении Сабихи. Кошка ходила за ним следом по всей квартире. Когда он сидел у окна, она лежала рядом. Когда ел, она дремала под столом. Когда ложился отдохнуть, прыгала к ногам, свернувшись теплым клубком. В ее поведении было что-то почти человеческое. Мягкая забота, терпение, наблюдение. И никто не мог объяснить, как она поняла, что именно Метин — ее человек. Может, из-за того, что он первым подал ей молоко. Может, из-за того, как он разговаривал с ней, как с равной. А может, потому что они оба, с поломками в душе и теле, просто нашли друг в друге понимание. Но однажды все изменилось. Утром Исмаил обнаружил отца почти без сознания. Он вызвал скорую и ту самую ночь провел в больничных коридорах. Сабиха осталась дома. Она не знала, что происходит, но что-то почувствовала. Не ела, не играла, не спала. Просто лежала у двери, ожидая. Метина больше домой не привезли. Он умер спустя 2 дня в реанимации. Исмаил похоронил отца без лишней суеты. Скромно, тихо, так, как тот бы и хотел. Но Сабиха об этом не знала. Для нее просто исчез ее человек. Исчез без следа, не простившись, не сказав ни звука. Сначала она будто бы затаилась. Несколько дней вела себя особенно тихо. Но потом началось странное. Сабиха стала уходить. Исмаил, просыпаясь утром, уже не находил ее дома. Он закрывал окна, но она выскальзывала в дверь, когда он выносил мусор. Иногда исчезала на полдня, потом на целый. А потом стабильно. Каждое утро уходила и возвращалась ближе к вечеру. Молча. Без следа еды на мордочке. Без признаков охоты. И всегда с каким-то особым взглядом, усталым, грустным, почти осмысленным. Исмаил сначала не придавал этому значения. Подумал, кошка, наконец, распробовала свободу. Но чем чаще смотрел ей в глаза по возвращении, тем яснее понимал, это не просто прогулки. Она не бегает, не играется, не ловит птиц. Она ищет. Однажды утром он решил пойти за ней, просто чтобы понять, куда она уходит. Он не знал, что найдет, не надеялся на какие-то открытия. Но сердце подсказывало, Сабиха что-то знает. Она шла уверенно. Через двор, мимо соседних домов, пересекла пустырь, затем улицу. Исмаил, стараясь не попадаться ей на глаза, следовал за ней по пятам. Кошка шла с удивительным упорством, словно у нее была цель, понятная только ей. Минут через 40 они оказались почти на окраине города. Заброшенные огороды, ржавые заборы, старая церковушка вдали. Сабиха обогнула кладбищенскую калитку, проскользнула под оградой и замерла. А потом направилась прямо к одной из могил. Исмаил знал, что именно туда он похоронил отца. Знал, что за этим мраморным камнем покоится Метин. Сабиха подошла к могиле и села.
не мяукнула, не потерлась, просто села, глядя перед собой, долго, безмолвно. И все стало ясно. Она искала его все эти дни и нашла. Исмаил стоял чуть в стороне. Грудь его сжалась так, будто кто-то изнутри хватил за сердце. Слезы подступили сами собой, без разрешения, без слов. Ему стало так больно, как в день похорон. А может, даже сильнее, потому что тогда он все делал механически, по списку. А сейчас понял, они потеряли не просто отца, не просто родного человека. Они потеряли часть себя. Сабиха продолжала сидеть у могилы. Легкий ветер перебирал траву. Где-то вдали тявкала собака. Солнце пробивалось сквозь облака. Исмаил сел рядом на землю, обнял кошку, и она не сопротивлялась, только тихонько замурлыкала. Он понял, она прощается. Только теперь. С тех пор Сабиха продолжала навещать Метина. Не каждый день, но регулярно. И каждый раз Исмаил позволял ей идти. Иногда сопровождал, иногда просто отпускал. Он знал, что нельзя мешать такому молчаливому диалогу. Прошли месяцы, жизнь шла своим чередом. Сабиха постепенно смирилась. Ее визиты стали редкими, но каждым из значимым. В доме снова появились тихие вечера, когда кошка сворачивалась калачиком у ног Исмаила, а он читал вслух то, что раньше читал отцу. Они стали ближе. Не по принуждению, не из-за одиночества, а потому, что теперь у них была общая тишина. Иногда Исмаил ловил себя на том, что разговаривает с ней, рассказывает о делах, о том, как скучает. Сабиха слушала с тем самым вниманием, которое не требует слов. Она не умела говорить, но умела быть рядом. А порой это важнее любых слов. И вот однажды, теплым весенним вечером, когда сирень цвела особенно щедро, Сабиха вдруг прыгнула к нему на колени, потерлась о щеку и посмотрела в глаза. В ее взгляде не было уже прежней боли. В нем была тишина, принятие и что-то похожее на благодарность. Исмаил понял, они справились. Она не забыла, просто отпустила, но навсегда сохранила в себе. Мы часто думаем, что только люди способны чувствовать глубокую скорбь, помнить, любить до последнего. Но животные, такие как Сабиха, напоминают нам, привязанность не зависит от слов, от породы, от понимания времени. Иногда молчаливое присутствие говорит больше, чем любая речь. Сабиха навещала отца Исмаила не из привычки, не потому что ее кто-то туда водил. Она сделала то, что иногда не удается даже людям. Нашла того, кого потеряла. Прощалась, как могла. И в конце концов помогла пережить утрату своему новому человеку. А Исмаил теперь точно знал, если в этом мире есть место для такой любви, значит, все не зря. Если вам понравилась эта история, поделитесь ею. Пусть еще кто-то вспомнит, что любовь живет не только в людях, но и в тех, кто просто идет рядом.